Данное видео было снято камерой наблюдения, которое было установлено в одной из комнат в общежитии. Охранник, который дежурил в ночное время, увидел монитор, как нечто невидимое стягивает девушку с кровати. Вы могли увидеть, что она лежит и читает книгу. После этого в какой-то момент нечто невидимое тянет ее с кровати. С ней находятся еще 2 человека в комнате. Когда они увидели происходящее, то тотчас поспешили выбежать из комнаты. Она чувствовала, что кто-то тянет ее за ногу, но так и не поняла, кто это. Но потом она увидела нечто, что было похоже на тень. Кто-то может сказать, что это был призрак. А почему бы и нет? В наше время достаточно много людей, которые верят в существование духов. Следующее видео было заснято на дне рождения. Вы видите девушку, именинницу. На столе стоит торт с горящими на нем свечками. В какой-то момент именинница собралась задуть свечи. Но нечто невидимое опережает ее. И свечи задуваются раньше того, как она успевает их задуть. Вы можете увидеть удивление на ее лице. Она даже не поняла, что произошло. И вот я решил показать вам это, потому что меня это сильно заинтересовало. Я думал, что это какое-то оптическое явление, но, как оказалось, я ошибался. А это, в свою очередь, заинтересовало еще больше. Что же это такое и как с этим бороться? Еще одно видео не менее загадочное. На видео вы видите парковка для машин. Водитель припарковал автомобиль, закрыл двери и ушел. Но в какой-то момент автомобиль сам по себе завелся и начал двигаться. Сам хозяин был неподалеку и увидел это. Он подбегает к машине, но не может понять, что произошло. Автомобилисты, которые часто оставляют свои автомобили на этой парковке, рассказывают, что там часто происходят какие-то аномальные вещи. Автомобили открываются сами по себе. То фары и лампочки могут включиться тоже сами по себе. Часто срабатывает сигнализация. И много еще странных вещей. Вот и в этот раз, когда я приехал на парковку, то увидел, что все машины стоят как попало. Я решил, что это из-за того, что кто-то забыл помочь им с парковкой, но, как оказалось, это было не так. До сих пор там происходят странные, аномальные явления. Как рассказывает автор данного ролика, у него в доме недавно стали происходить паранормальные явления. Постоянно слышался шум, то кто-то как бы ходит по квартире, вещи перемещаются сами по себе. И в этот раз он заметил нечто странное. Он взял камеру, чтобы снять происходящее. Как он сказал, чтобы были доказательства паранормальных явлений в его квартире. Он включил камеру и начал снимать, что происходит. Сперва ничего не происходило. Но потом он заметил, что на стене появляется странный силуэт. Сначала он подумал, что ему показалось, но потом силуэт стал увеличиваться. А потом, как он сказал, за ним кто-то зашел в комнату. И это был не человек, а какое-то существо. Описать это существо он не смог, потому что оно было похоже на человека, только не с руками и не с ногами. Оно было с чем-то похожим на руки и ноги. На видео он записал не только то, что происходило в квартире, но и то, что было за ее пределами. Что это был за звук, неизвестно. Но есть одна версия, что это могло быть как раз то, о чем он говорит, так как это был именно шум, из-за которого он и решил заснять видео. В итоге он заснял то, что произошло. По его словам, это было нечто. На следующей записи хозяин квартиры говорит, что поставил камеру в одной из комнат, где больше всего по ночам слышался странный шорох и шум.
Вы можете увидеть, что какое-то время эта камера стоит неподвижно, но в какой-то момент начинает потихоньку двигаться. Сначала она поворачивается. После этого проходит небольшой промежуток времени, механизм, который отвечает за регулировку камеры, начал вращаться сам по себе. И потом камера начинает сама по себе двигаться обратно. Я не знаю, что это было, но я был уверен, что это кто-то или что-то. Хотя я и не могу объяснить, почему я это чувствовал. Я просто знал, что там кто-то был. В тот же момент я услышал звук, как будто кто-то пытается открыть дверь. Дверь в той комнате, в которую была направлена камера. Я начинаю слышать этот странный звук уже в нескольких метрах от камеры. Я подбегаю к ней и вижу, что она стоит на месте. Я в ужасе от того, что я не могу пошевелиться. Когда я включил свет, то перед дверью в ту комнату, где стояла камера, и обнаружил белую полосу, которой раньше до этого там не было. Какой-то порошок был насыпан на полу. После этого я начал осматривать, что это все-таки за порошок. В какой-то момент я услышал шорох за дверью, после чего из-под двери я увидел, что нечто, находящееся по ту сторону, просунуло какой-то бумажный предмет. Я был ошарашен и в ужасе. Потом начался очень громкий стук. В дверь кто-то стучал с обратной стороны. Я не решался сразу открыть дверь, говорит хозяин. В тот момент было очень страшно и жутко, говорит он. Стук был такой, что казалось, будто дверь сейчас просто слетит с петель. Наконец я решился ее открыть. В комнате, где я занимаюсь спортом, у меня висит боксерская груша. Когда я зашел в эту комнату, она сильно раскачивалась, но в комнате никого не было. Я решил, что это какой-то шутник, который хочет меня разыграть, или это вообще розыгрыш. Но когда я услышал голос, то сразу понял, что все это происходит на самом деле. Голос звал меня по имени. Это был не голос человека, а голос какого-то животного. Я зашел в комнату, где стоял диван, и посмотрите, как он стоит. Сейчас он перевернутый практически. После того упала книга со стола сама по себе. Я хожу по квартире и снимаю все происходящее. Это моя спальня. Я возвращаюсь обратно, в ту комнату, где услышал снова звук. Звук начал усиливаться. Я начинаю паниковать. Люстра сама по себе двигается. Самое странное в этом, что свет полностью в квартире выключился. Я не могу его включить. Я его включаю, но он снова выключается, сам по себе. Я поднимаю книгу и ложу ее на стол. После этого слышу какой-то шум в районе стенки, где лежит игрушечный медведь. Я снимаю там. После этого вы сами видите, что происходит. Какое-то существо было у меня дома. Я до сих пор не могу понять, что это было. Что думаете вы по этому поводу, можете написать в комментариях. Вы можете видеть все происходящее своими глазами.